зайчик. Ну, конечно, это 4. Я принял решение... Нет. Я принял решение взять одинокую варежку из Светки. Это я прочитал, да. Дальше. Вова. Крик прокрадился по полю и расселился вдали без эха, без надежды на отклик. Шагнул к ощущению деревьям, я пытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я почему сильнее, ветка хрустнула. Варушка с чавкающими звуком отвалилась от сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая и мокрая. Я невольно сажал ее, и в руках снег тонкий струйкой полилось что-то потемное. Над сугробом закрубился пар. Блин. Ой. Я замер от отвращения, разглядывая ладони, блин, красные. Треск веток вторгся в наступившую трещину. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломался осенник, стремительно сокращая расстояние. Ноги взялись в снегу, и в голове метались безумные мысли. Сейчас схватят. Сыпают. Утащат чашу навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разума. Он придавал сил ускорять бег. Ты сможешь, не останавливайся. Позади раздавался зверный рык. Такой громкий, что уши заложило. Казалось, рычит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянут ноздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопали два гигантских крыла. Огромная тень перенеслась над поляной. Что-то заухало, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Из сухого малинника из-за перекрученных элей из-под бурелома. Быстрее беги, не оглядывайся.
Не обрабатывайте. Блин, как. Словно в дурном сновидении. Снежная поляна стала связкой, как зыбучие пески. Я топтался на одном месте. Вырывался ноги из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже, с каждым раз отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса и сообразил, что это не снег. Что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак и рискнул вперед. Давление исчезло из ботинок и выскользнул из ямы, и подошва оттолкнулся от твердой поверхности. Одним прыжком и достигнул расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльями тени от ползущих под снегом существ. Я столкнулся об порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапины, словно пес был лапами по дереву требуя я, чтобы его выпустил погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рыбных. Чего? Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки, я не слышал, идет ли кто-то за мной. Что если оно уже во дворе, а мама заперла дверь? Захлебывался страхом и я дернул ручку, покорно подавалась. О, блин, не успевай читать, блин. Я вломился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запыщали, то преследование поднялись по ступенькам. И у меня соскочило пальцы, никаких не получилось защелкнуть замок. Стиснул зубы и дернул железный набалдашник и загонял запор в промем планки. Я затащил на дверь. За преградой тонкой и жалкой, бесполезную одеяло кто-то стоял.
Хриплое дыхание проникло в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей, и потом мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким-то часто говорила с отцом, отчеканула. Что конкретно тебе не ясно в просьбе «не хлопай дверьми»? Я случайно. Я покосился на дверь, и запах исчез вместе с ним, и дыхание, если там правду кто-то дышал. Здесь, в 5 метрах от мамы, страх понемногу ослабевал, таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Ноги подвинулись, и я уперся в стену, чтобы не плюнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстранилась мигом следовала. Мама стала такой же, какой была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние, мои облепленные хоризмы. Почему мои облепленные ходиями снега, мокрыми штанами, блин. Не успеваю читать, блин. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Я и для тебя пустое место. Я испугался, она расплачется, и потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась вновь, стала прежней. Глаза ей блеснули сталью, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. У отца Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Там за мной кто-то гнался. Я думал, меня... Я пытался объяснить. Нет. Я пытался все объяснить, и я начал заикаться. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по сверху, выискивая запах табака. Потом хмуро прищурилась и недоверием посмотрела во двор. И тут же изменилась в лице, прокрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и
и загонщики преследовали меня в поле. Я готов был я готов был поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь точь в точь, как в моей кошмаре. Мама понимала, поманила. Почему? Мама поманила пальцем, и я как набрался смелости и выглянул в кухонное окно в лицо своему страху. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различные косматые слизуеты, блохастые в снегу. Собаки. Фиго то мелко свора дворнях без именно и хозяин и хозяина лишь издалека напоминавшая холодных страшил, живущих у кромки леса. Блин. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела меня по-другому, словно впервые... И теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Что если они нападут на Олю? Мам, Вот бы твой отец их всех перестрелял. мама, они живые. А что? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Не маленький ведь уже. Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно, да, так что я прикусил губу и уставился затянутый паучьими тенетом углом. Блин. Да, сыщик из меня никудышный. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворнях. И ради чего все сдалось мне это? Варежка. Ну, конечно. В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расстался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил перед
перед... Как? Твердый знак. Предъявить... Предъявить улики маме. Блин, как это, блин? Мам, смотри, это Вовина варежка. Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди! Фу! На скривившись... На скривившемся мамной лице появилась тень недоверия. Словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытались вспомнить сон, но образы ускользают, блин. А ну-ка прекрати сейчас же. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Она и так не спит, на все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Теперь я видел что-то. Моркая варюшка. Нет, теперь я видел, что мокрая варюшка была от снега. Никакой крови. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил сегодня, за завтраком. Попререкайся мне еще. Сказала дома сидеть, нет же. Был бы отец, выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Угу. Пришлось проглотить горькую нет. Пришлось проглотить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это и не Вовина рукавичка. Может, и не рукавичка, а вовсе. Как и чудовище из леса. И Олина сова. Я схожу с ума. Что-то со мной происходит. То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришлось спокойствие пришлось спокойствие зевотное безразличие. Блин. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. Мама
Мама смерила меня подозрительным взглядом. Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик явился из леса. Точно все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Дом будто изменился. Надо водички пить. Потускнела диванная обивка. На кафеле в ванную отпечаталась следы чьих-то пальцев. Лампочка светила не иначе тускло и желто. Даже привкус слюни во рту казался другим. Со вторым этажом послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Я не спеша раздевался и задержался перед умывальником, разглядывал в зеркало своим отражение, словно изучал ребус найти отличия. Потом поднялся по лестнице. Мне очень нравится ход твоих Умолкал обращений голос в Джафала и Яру. Я пришел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. Так, посмотрим, что можно тут посмотреть. Так, это что тут? Монстры переведены на НЛО. Энциклопедия паранормальных явлений, издатель Росмен. Из нее я узнал про лохнесское чудовище Медузу Горгону и Бигфута. И Оля от книжки Оля от книжки шарахалась. Раздели про монстры и пришельцы она еще как прочитала вместе со мной, но середина энциклопедии, где говорилось про призраков, ее напугала. Помню, прочитал книгу, даже поохотился за привидением, измерял линейкой расстояние между предметами на столе и утром проверил, не сдвинулся ли они под воздействием призрачных сил. Не сдвинулась. Хотя на что-то надеялся, что встречу Каспера. Да, что там еще можно почитать? На окно. Днем лес не кажется таким мрачным. Перекрученные ветви деревьев вдали и заснеженные поля между домом и лесом загоняют
Зевоту. 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 Но иногда ловлю себя на том, что забыл про уроки, смотрю в окно на обледенение кроны. Чего? Что я не понял? Обледенение кроны. Кого? Ладно. Что там еще нужно? Я мечтаю... Надо водичку попить надо. Не успеваю, блин. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал «Муха». Самый крутой. Я особенно любил большой космический выпуск с инопланетянами, монстрами и смешную серию про жандарма. Так, словарь. «Муха». Первый в СССР и России периодический журнал комиксов для взрослых аудитории имел большую популярность в лихие 90-е. Особенные политики журнала были полный отказ от заимствований. Чего? От заимствований из зарубежных изданий. Все сюжет рисуют готовились отечественными художниками. Боже мой. С тех пор я рисую все подряд, и вроде бы получается неплохо. Когда-то мухи опубликовали мое письмо, может, и мой комикс однажды там напечатают. Это что тут открывается? Открыть. Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Где же ты, Вова? Вы добыли... что такое простое действие отняло у меня последние силы? Я сел на кровать. Да ладно, кто тут? Кто такая там прячется? И только тут увидел за шторкой кто-то стоял. Моя рука бессильно упала. Лекарство тому виной или пережил стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены. Как парусину. Ухлы плюнули, изъебались. Только слезут, только силуэт между подоконником и гардиной оставался недвижными. Ткань облепила притащившегося гостя, блин. Точно саван. Кто такой саван, блин? Точно саван, подумал я. Оля? Блин, забыл что-нибудь. Кому же еще там стоять?
Я встал с кровати и облизал облизал пересохшие губы. Блин. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры, будто не человек, а уплотнение мрака. Я подтянул к шторке. Тук-тук-тук стучало от регулирования таблетками сердца. Ветер в поле плел голосим хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что-то смотрит в ответ. Смотри, моргай и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карасин, когда я рывком отдернул шторку. Попался! Не смешно, какой попался, не пугающий-ка. Пугающий. Да я сразу понял, что это ты. На фоне предсказательного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно мечта светилась. Когда Оля была совсем крошкой, попала частенько говорил, что она светилась от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к солнцу. Поднес ее к окну, и солнечными лучами попали ее на улыбающуюся личико. Казалось, я держу на руках ребенка Чего? Сотканного из света. А я все видела. А что видела? Что видела? Да ну. Что ты спрятал? Ничего? Ладно, все увидишь или нет. Вылетала маленькая мама, еще только как она нацепила эту маску. Как? Эту маску тоскливой усталости и пришла на прекрасный тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу и попросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Нет. Ты вор? Нет. Что? Глупая. Ничего я не крал. Спил четкий образ Варюшка. Чего? Высящая на суку. А вдруг я ее украл? А в леса склонился силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напорной.
напорный стой. Покажи тогда. Зачем показывать? Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Оля заговорщик улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Так нельзя так кляться. Клятва услышана ей в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Пионерская движение собирательное название детских коммунистических организаций, существующих в разных странах. Восприятие такого лагеря, как называется, пионерами. Не говори так. Да, так нельзя говорить. Оля кивнула жестом, заперла рот и на невидимым ключик. Ладно. Любопытно переполненную ей плескалось в огромных глазах. Я вдумал ящик, и Оля нагнулась и затаив дыхание, казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Да. Она сказала с такой интонацией, будто сама не могла понять, что такое. Что-то это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. Теперь... Ай, блин, не надо читать. Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала. Блин, как? И впечатала. Ну, это правильно. В оконное стекло. Ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да, как же мелькнуло и затумание сознание. Проверили они в самых потайных уголках, где тьма, холод и шепот обледенных ветвей. Допустим, да, но почему тогда не нашли Варюшку? Или она появилась позже для меня? Я сменил тему, словно пытался отвести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Кучу всякого, как в поле чудес. Блин. Поле чудес. Советская, российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частным аналогом американской телевизионной программы «Колесо фортуны». Клёво же. Оля словно не слышала меня. Чё? Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и
буровила лес. Взглядом внимательных каких-то удивительно взрослых глаз. А что, если это сова его утащила? Ну сколько можно одно... Только сова, боже мой, ебу. Ерунда. Да, ерунда. Нет, ерунда. Не может сова поднять человека. Это невозможно. Она ж маленькая, она не может человека поднять. Ну вот что... Я тщательно подобрал слово, высказывал, нет, как вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Как бы сказать, проклятый, что ли? Как в сказке? Нет, никак не в сказках. Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Оля пожаловалась и... Чего? Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. Да ладно, видела. Что мама мне не рассказала? За тобой кто-то гнался? Да? Нет, просто, чтобы Нет. мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. До чего же она глупая, как легко погасить этот свет. Подует ветер и затушит лампу. Кого? Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. Ладно. Ага. А если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Оля хихикала и потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть. Усталость была, сильное желание побыть с сестрой меня одолела какая-то гнусная апатия. Апатия. Вымотался я. Что-то не хочется. Ну пойдем. Если мне не хочется, не надо заставлять. Мне скучно одной, а мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну Да. пойдем. Да. Пойдем. Вот такое, блин. Давай попозже. Даже плакать будет. Рассказать тебе, чем все закончилось? Утром расскажешь. Утром не захочу. Ну, я как-то... Придумала. А давай в прятки. Прятки еще. Нет, Оль.
Нарисуй мне динозавра. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Да оставь ты меня в покое! Ой, это уже слишком жестко так. Словно слова сами срывались с губ, я даже опешил. Прежде я так не прикрывал на сестру. Ошеломленно Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая мимы слезы. Гадливости и стыд заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешил определить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Я подошел к ней, положил ладонь и мягкие волосы. Пойдем. Питера Пэна посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Я улыбнулся, поднял ее подбородок, глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. Угу. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Блин, конечно, блин. Попса! Как это? Трицерапупса? Ну, почти. Она протерла рукав глаза и засела улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Ага, Только утром свежий привезли, как ты любишь. ага. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. А спорим. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. Папам. Так, что тут? Так, что? То самое жуткое окно, за которым каждую ночь Оля видит проклятую сову, караулящую в темноте. Днем Оля держит шторы раздвинутыми, но в сумерках плотно зашторивает окно, чтобы не видеть глядящих снаружи жадных глаз. Так, так. Бесчестные Олины игрушки. Самое главное среди них старый плюшевый медведь Оля. Без него не засыпает. А когда спит, закрывается носиком в его мех. Свинья-копилка. Оля собирает деньги на настоящего...
Оля собирает деньги на настоящего щенка, так как папа говорит, что содержать его будет дорого. Так, а тут что есть еще? Тебе дали спешат на помощь, понятно. Пам-пам-пам. Старые телевизоры фотон пылится в углу. Оставалось только щелкнуть кнопку на передней панели. Кинескоп нагрелся на черном экране и привычно заплевал белый шум. Я было потянуло включить видеомагнитофон, видеомагнитофон, как будто ряб улеглась и мгновение выгнула размытая картинка. Это был мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделало экран прямо посередине. Из динамика доносило нечисто зловещее, едва похожее человеческую речь. Не прошло несколько секунд, как пейзаж снова заметно помехами. Неужели новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да, и те очень редко. И раньше я всегда смотрел Роботек перед школой. Вот же было здорово. Может пошевелить антенну, вдруг поймаю тот самый канал. Но с другой стороны. Оля просила найти кассету. Нехорошо будет опять ее расстроить. И это сонливость. Чего? Сонливость или нет, делать все скопом. Вот это вы. Блин, тут вопрос. Блин, это уже шуба. Я ж не знаю, как там. Сейчас минуту я отойду, не минуту, надо посмотреть, что это.
Все. Сейчас, блин, настроить телевизор. Наконец-то изображение стало четче. Не успел как обрадоваться, что поймал новый сигнал, как вдруг телевизор громко зашквалил, и сквозь какофонию звуков провалился голос. Видели его часто. Именно тогда. На экране вырисовывался... Как? На экране вырисовывался... На экране вырисовывался... Вырисовывался... Заснеженные холмики, поверх которых поплясали кривые хресты, а мужской голос занудно и не торопил его, вел свой рассказ. Стояла беспросветная кладбищенская ночь. В то мрачное время маленькая Сеня встретила свою судьбу в лице чудовищного обитателя дикой чащобы. Местные называют его не иначе, как хозяин леса. Я замер, стояясь. Чего? Я замер, стараясь не вмешиваться, словно своими движениями мог спугнуть диктора. Внимательно выслушивался в каждое слово. Зверь разобрался с беспомощной девочкой по-хозяйски. Камера медленно плыла по заляпанному чем-то черному снегу, вырисовывала разбросанные всюду лохматя одежды. Мне не хотелось думать, были в них завернуты остатки сенечки, и я произвольно зажмурился. Голос не переставал. Волки здесь редкие гости. Вот что поведала нам баба Тамара, обитательница одного из местных склепов. Изувеченный жизнью и алкоголем лицо старой бездомной бежало во весь экран. Вести страшенные. Хуже мертвеца отрытого. Старуха забрызгла слюни прямиком микрофона. И смердит шо, как немытый. Гудок проглотил сравнение. Гудок проглотил... Гудок проглотил сравнение. Не Ладно. припомню я такой вони. Стояла эта тварюга там, где ты, милок, сейчас стоишь, и таращилась на меня прям посередине дня. Здоровенно такая, глаза стеклянные. Опять пикнуло скрадывая
ругань. Говорят, что если тебе этот дьявол заприметить, то сунет в мешок к себе и дело с концом. Но меня он не трогает. Видать, нравлюсь я ему. Вот и зовут меня чертовой невестой. Что правда, то правда. Опустившимися до звериного образа жизни хищник брезгует, предпочитая детскую невинную кровь. Теперь все чаще хозяина леса видят в поселениях на периферии нашей родины. Раздираемый сомнений вымысел это или правда. Я почему-то захотел, записал остатки репортажа. Быстро схватил лежащую кассету на телевизоре, кассету даже не посмотрел, что на ней записано, и свернул ее в видик. И включил запись включил запись и накрутил звук и стал внимательно следить за ускользающими сигналом. Хозяином леса его прозвали не просто так. Ему подчиняются все звери, пернатые и лохматые. Они предвестники появления самого чудовища. Если слышать его вдалеке, то, скорее всего, он знает, где вы живете. Если порог дома истоптан звериными следами, а за окном караулят птицы, прячьтесь, он уже идет за вами. А если однажды ночью, проснувшись, вы увидите глаза в окне, то скоро. Скоро. Скоро? Скоро. 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 Выслушавший телевизор за кольцом последнее слово диктора, оно повторялось опять и опять и впивалось в уши. По спине пробежали мурашки. И кассета закончилась, и теперь пересматривать к началу. Шорох пленки напоминал шелест листвы на ветру, тихое рычание зверя. И вышел из ступора и стыкнул пальцем в кнопку. Магнитофон выплюнул кассету и на миг почувствовал что-то, она выскочила в слюнах. Но это лишь свет люстры заставил черный пластик переливаться. И тут я заметил обложку. Ёлки, я же на Питера Пэна записал. Поторопился. Мало того, что испортил
Олин мультфильм, так еще и такой жутью. Нельзя, чтобы сестра это увидела, слез будет океан. Я украдну украдкой посмотрел на дверь. В коридоре задребежали, стаканы скрипнули половицы. Половицы? Чё? Оля материализовались в дверном проем. Ты не смотришь без меня? Нет, не смотрю, блин. Ты не смотришь? А, это зачем читать? Не забывай. В руках у сестры был поднос с неверным нарезанным хлебом и... Поднос с нерезанным хлебом? А, неровно нарезанным хлебом и целым банку гущенки. Нет. Я пока кассету ищу. А ты точно хочешь Питера Пэна смотреть? Ах ты хитрый, блин. Антон. Хочу, блин. Так, блин. Включай скорее, а то мама скоро сядет свой бразильский сериал смотреть. Ага. Ну же, думай, горе сыщ. Честно, мне как-то Питер Пэн совсем не понравился. Может, лучше «Русалочку»? Русалочку я уже насмотрелась. Ага. А ты обещал. Да, ты обещал. А вот то, чего я уже упрямая. Чего же упрямая. Придумал. Давай сначала пару серий «Черепашек-ниндзя». Согласна? Оля насупила брови, но, похоже, сдалась. Она оставила поднос и демонстративно скрепила руки в грудь. Если так сильно просишь, откроешь сгущенку. Порезаться боюсь. Края острые. Ага. Стоило подняться, как перед глазами запрыгала разноцветные точки, а онемевшие ноги закололо иголочками. И чего? Иголочками, да. И только добрался до дивана, я сообразил, что банка была уже открыта. Оля схитрила. Чё? Схитрила? Оля схитрила. Обвела меня вокруг пальца. Под ложечкой засосал. Чё? Под ложечкой засосало. Я намеренно намеревался рвнуть к телевизору, но сестра опередила. Схватить пульт, она победного рассмеялась. Повелся. Чё? Владычица пульта приказывает смотреть Питера Пэна. Ой. Не успел и рта раскрыть, как Видик послушал как послушно сел злостью
не успел я рта раскрыть, как Видик прослушно сел злочастную кассету. Сейчас она включит, а там черные хресты, безымянные могилы и опустошенные склепы, кровавые ошметки на снегу и безумная невеста лесной твари. Лучше сказать правду. Оля, стой! Я тебе конец кассеты нечаянно стер. Отдай ее мне и возьми любые 2 мои. Ты чего? Не мог ты стереть? Мы с папой всем кассетам зубики пластмассовые выломали. Отверткой. Да ладно. Теперь ни на один мой мультфильм ничего записать нельзя. Сестра ловко нажала треугольник кнопку play на пульте. А внутри сражалось ожидание слушать постукивание голос диктора. Нет, это нечестно. А на экране появилась дуэль Питера Пэна с Капитаном Крюком. Я облегченно вздохнул. Голова опустилась в ладони, тяжело, словно чугунный шар. Оля довольно улыбалась. Отправилась кассету мотать и начало самое принялось обильно по... Чего? Отправилась кассету мотать на начало, а сама принялась обильно поливать хлеб гущенкой. А когда начался мультфильм, она забыла про все на свете. Словно и правда переместилась в сказочную сказочную Небеляндию. О, блин. Так, Небеляндию, о которой всегда мечтала. Вот все. Вот. Что греха таить, и я часто представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков и не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды. Ну, сейчас страна Питера Пэна была особенно далеко от меня. Мысли тянутся натыкалась на рогатую тень подстерегающую среди деревьями замокренный голос. Диктор преследовал низкие, скользя над кустами и оврагами. Так крылатый хищник преследует жертву. Я будто задремал с закрытыми глазами. Чего? Как это можно с закрытыми глазами? В реальности вернуть резкий оклик сестры. Тоша, скорее, штору задерни! Тоша, скорее... это не надо читать. Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно, а когда темнеет, прилетает сова. Я боюсь. Ладно. Так, превозможно. Чего? Превозмогая усталость, я слез
Я слез с кровати, слез с кровати и задернул штору. Так, на этом можно остановиться. Если видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте ставьте колокольчик, что не пропустите продолжение Зайчика. Вступайте в мой дискорд-сервер, вступайте в мой канал в Телеграме. Пожалуйста, досматривайте видео до конца. И лайки ставьте, не забывайте, пожалуйста. Давайте достигнем до 10 тысяч подписчиков, пожалуйста. И всем пока!